Петовна, Петовна, кичала в сенях Ставушка, что тебе, что озалось, спросила Петовна, выглядывая из двери. Не найдется полведика водички, чайку бы хоть попить, спросила гостья, переворачивая пустое ведро. А что вода в колодце кончилась, или тебе лень идти, 100 метров, спросила Петовна. А ты что, не в вкусе, улыбалась гостья. Да в чем дело, ты голый, как есть, не ходи вокруг, да около. Ну у тебя и привычка Дуная, осиделась Петовна. Да ты сама-то посмотри, словами и не скажешь, ответила гостья. Ей-богу не пойму, я третий день в деревню не ходила, все время в огороде повожу, что там у вас, вочала уже шепотом Петовна. Подруги вышли вместе через широкую дверь, та, что пришла, показывала в стану большого, деревенского колодца. Петовна вскикнула и схватилась руками за голову. Прямо возле колодца, прислонившись к субу боком, сидел большой волк и выл, негромко так, из дома и не услышишь. Волк, судя по всему, уже устал и охип, но продолжал выть, вокруг стоял народ, никто не понимал, что происходит. Третий день волк не давал набать воды деревенским и только выл, никто не решался подойти и погнать сего хищника. Откуда он взялся, я здесь волков с самого детства не видела, спросила Петовна. А вот сидит и воет, Заза. Двоим не кажется, сказала подруга. Петовна пикала дверь и отправилась поближе к людям. Многие стояли кучками и шептались, они решали, что делать с волком, не умеять же всем от жажды, но и новый колодец тоже не ить. Ситуация была более чем странная, в здешних лесах давным-давно не водились волки, с тех пор как построили железную дорогу, во время строительства стая перешла на другую сторону, подальше от шума. А когда строительство закончили и пустили поезда, им было уже не вернуться из-за оградительных сооружений, однако, было также неясно, что делал сей хищник в деревне у колодца. Волк не был похож на больного или старого, лапы у него были целые, он просто сидел и выл уже до хипоты, пока люди решали, что с этим делать. Из толпы вышла одна девушка, в деревне все ее знают. Надька с детства всегда была смелее других, всегда боролась за правду и ничего не боялась, спасала всех подряд, от котов до собак, боевая была девица. Вся деревня помнит, как совался с цепи один здоровый кабель Уфимия, все его боялись, одна Надька схватила кусок кирпича и погналась за этим псом. По дороге поднимает камни и в него кидает, а напоследок и кирпич полетел туда же. Пес, как увидел такое чудо, хвост поджал и огородами домой. С тех пор, если убегал, все Надьку звали. А пес, как только видел ее издалека, сразу домой бежал. Так вот, выходит из толпы эта Надька и осторожно подходит к волку, кирпича у нее на этот раз не было. Волк увидел девочку и словно обрадовался, он как будто того и ждал, казалось, он даже хвостом завилял, подскочил, встал на задние лапы, а передние на край колодца поставил и сам внутрь заглядывает. Вдруг в толпе послышался голос Митяя, это наш местный деревенский алкоголик, ему дочка на попечение внучка оставила, а сама с мужем укатила за лучшей жизнью, аж в Америку. Дед кое-как внучка остил, мама деньги писала, но мальчику мало что перепадало, дед в основном все попивал. Никто не видел Костю моего. Костя, где этот саванец? Спрашивал всех Митяй. Ну ты как обычно поспишь ты, паинька, когда-нибудь, небось уже неделю пьешь, поинтересовалась Петовна. Ты не гони, Петовна, всего-то третий день, отметить надо, Светка перевод пислала, ответил довольный Митяй. Так она для сына пислала, сказала Петовна. Да ты не переживай, Петовна, там и Костя останется, куда же он попал? Митяй пошел дальше. Волк снова жалобно заскулил, всем видом показывая, что медлить ни в коем случае нельзя. Надя затаила дыхание и осторожно хотела заглянуть в этот странный колодец. Но увидев то, из-за чего волк так долго здесь сидел, она в страхе закричала. «Тихо всем, там кажется и бинок!» — кикнула Надежда своим громким голосом, по толпе людей понеся гул. Надежда попросила лестницу с веревкой и полезла вовнутрь, долго ее не было, потом стала кричать, чтоб поднимали, а когда люди ее достали,
то науках она держала мальчика, как раз того самого Костю, которого искал Митяй. Все стали оглядываться, а он уже ушел куда-то, ему и дела не было до внука и до того, кого поднимут из колодца. Митяя отыскали в магазине, он покупал очередную порцию любимого напитка, кепчи кофе и позачный как слеза. Надя посмотрела на Старика и сказала, пока не потезвеет, мальчика не получит, и унесла Костика домой, а по пути и волка забала, не у колодца же ему сидеть. Дед Митяй потезвел только через 2 недели. Пишел к Надежде за ебенком, но женщина ему ребенка так и не отдала, не могла она маленькое чудо так сильно подставить, да и привыкла он уже к нему. Вскоре приехала мама и слезно благодарила за спасение своего дитя. А волк так и остался жить вместе с Надей.